Okay, so I'm going to spend just a few minutes reviewing the last exercise that you've been working on up till now. I just want to show some of the results of this exercise and go through that graphically with you. Я буквально пару минут хотел потратить для того, чтобы пройтись по прошлому упражнению, которое вы в прошлый раз последним делали, и показать вам графики, то есть как результаты выглядят, этого упражнения выглядят графически. So in the last exercise, you created a new peanut experiment file, UFGA 7609, which I should have here. В прошлом упражнении вы создавали файл эксперимента UFGA 7609, там у нас был арахис, да? Okay, so this is a real experiment where a shade cloth had been installed to reduce solar radiation. И помните, это у нас был реальный эксперимент, и там у нас был фактор затенения. And you created observation files, file A and file T, for this experiment. И если вы помните, мы также создавали по этому эксперименту два файла наблюдений, файл A и файл T. Okay, so I'm going to first open this with XBuild and just take a look at the environmental modifications that you had to add. Значит, видите, я открываю XBuild для того, чтобы проверить те изменения, которые мы внесли в метеорологические условия. Okay, so I'm going to go to environmental modifications. Я вот захожу, видите, в окружающую среду или метеорологию, environment по-английски, и выскакивает окошко modifications, то есть модификация, изменения. Okay, and the modifications that were added, there should have been two of them. One of them switches on the shading, and the other one switches off the shading. Там у вас должно быть две модификации или две опции. По первой, соответственно, у нас есть вот это затенение, да, оно включается, как бы программа учитывает эта система, а во втором не учитывает, то есть у нас нету затенения. So the first one, as you were instructed, starts on August 4, and it reduces the solarization to 20%. Видите, у нас первый период начинается 4 августа, и у нас количество солнечной радиации уменьшается до 20%. And then 21 days later, we switch that off by setting the multiplier to 1. По истечении, у нас получается 2 недель, да, мы отключаем этот и у нас мультиплеер, то есть коэффициент единица. То есть у нас солнечная радиация полная. Okay, so any questions about what this is doing and how it works? Может быть, какие-то вопросы уже есть сейчас, чтобы все понимают, что мы делаем и что происходит? Okay, I think Bakhtan probably worked with you on that already, so I'm going to move on. Я так понимаю, что с Вахтангом вы уже это упражнение прошли, и проблем с ним нету, поэтому я пойду дальше. Okay, and then the other thing I want to show is the treatments table where we added that shaded treatment. Значит, после этого мы заходим в таблицу опытов, и у нас здесь, видите, должно быть две строки. So what we did was, in environmental modifications, we selected that new environmental modification level. И вот видите, во второй строке у нас написано irrigated shaded, то есть shaded это с затенением, и вот здесь мы выбираем периодичность или размер как бы этого затенения. Okay, so let's take a look at how that affects the plant growth. Давайте посмотрим, как это влияет на развитие растений. So I'm going to run this. Запускаем наш эксперимент. I'm going to open Plant Grow with gbuild. Открываем через gbuild открываем файл plantgrow.out. And you can see by the variables that are bold that we have file T data to compare against.
И вот видите, у нас некоторые переменные уже жирным отображаются. Это говорит о том, что по этим параметрам уже есть данные для GBuild. Okay. So I'm going to look at grain weight and tops weight at the same time for both the control and the shaded. Я вот здесь отмечаю, отобразить на графике, во-первых, массу. То есть у нас поливное, то есть орошаемый эксперимент и орошаемый. Okay, and we can, I'm sorry. And we can see the effect that the shade cloth has on both the biomass and the grain weight. Значит, это у нас вот биомасса и масса, то есть общая масса и масса зерновой части. So for that 21-day period, we can see that the biomass growth stopped almost completely, or the grain weight growth stopped almost completely, and the biomass weight as well. Мы видим, что вот как раз-таки после 21 дня у нас остановился рост как зерновой части культуры, так и биомассы в целом. But once the shade cloth was removed, we see some recovery. Но видите, у нас снова рост начался после вот этого 21 дня, когда мы убрали в эксперименте затенение. Okay, let's go back and take a look at the grain number and pod number. Давайте вернемся и посмотрим, что у нас происходит с количеством зерен и с количеством колосков. Извините, в данном случае это не колосок, это арахис, это стручок, наверное. Да? So in this case, the number of pods and the number of peanuts was reduced with when the shade cloth was added, and there was no recovery after the shade cloth was removed. Что интересно на этом графике, что даже после того, как мы убрали затенение, да, развитие растения не нормализовалось. Okay, that's really all I wanted to show. I wanted to get a feel. Did everybody get through this experiment? I think, Baktang, maybe you can address that. Да, то есть и количество орешков, и количество стручков у нас осталось таким же, но если есть в этом необходимость, наверное, Вахтанг может еще более детально обсудить вот, результаты этого опыта. Yeah, no problems with this? Все понятно? Никаких вопросов нет? And Garrett, is there anything else you'd like to show with this? Может быть, Геррит хотел бы как-то прокомментировать график? No, I don't think so. I just want to make sure they, first of all, understand the issue, or not the issue, the challenge of adding environmental control with shading. Нет, в общем-то, никаких дополнительных комментариев нет. Единственное, хотелось бы, конечно, удостовериться в том, что все участники понимают, да, вот этот фактор затенения, как он работает, коэффициент затенения и на что он влияет, как с ним обращаться. And I think I also want to just emphasize that they can use a spreadsheet like Excel to import into AT Create rather than having to enter the data manually. Также, может быть, стоит сказать, что вместо того, чтобы вручную вносить вот эти данные, вы можете прямо загружать ваши Excel-ные таблицы через AT Create сразу программу, без необходимости вручную это делать. So, any questions? Может быть, у вас все-таки какие-то вопросы есть у аудитории? Cheryl, I'd like to add that we also looked on the parameter solar radiation, how it changed during this time of period. So we already looked. But what I was just thinking, what we didn't look at, that was some other parameters that might also affect it, like evaporation might be soil evaporation,
or transpiration or some others. I was just thinking might be. So Would you like to good explore look. that? Yeah, that would be good to look. Okay. Okay, so let's open let's open the et.out. Поступило And предложение от доктора Шелли, и сейчас Шерил еще продемонстрирует, как это, то, что вот мы проводили метеорологические вот эти модификации и делали, как это повлияло на другие параметры. Итак, давайте откроем наш файл T. so ET and Извините, soil watt. это у нас ET, то есть эвапотранспирация, и soilwatt.out, это у нас почвенная влага. Отмечаем оба опыта. Okay, so let's look at plant transpiration. Транспирация через растения. Okay. Potentially T2, but anyway, sorry. Okay, so we can see in this 21-day period when the shade cloth was installed that the plant transpiration went down dramatically. Да, это, то есть, помните, мы все находимся в том же самом эксперименте с затенением, и мы видим, что как раз-таки в течение вот этого 21 дня, когда у нас по эксперименту было затенение, транспирация растения очень сильно уменьшилась. Okay, so Garrett, you wanted to look at potential evapotranspiration? Yeah, yeah. Геррит хотел сравнить это с потенциальной эвапотранспирацией. And maybe actual too. И, может быть, даже с реальной эвапотранспирацией. That one, yeah. Просто сопоставить. Okay, so we've got potential evapotranspiration and actual evapotranspiration. То есть, еще раз, у нас потенциальная и реальная эвапотранспирация по обоим опытам. Okay, so we still see only 2 lines here, so I think that the potential and the actual are both this low line for the shaded, and they're both the same line for the unshaded. Ну, здесь у нас видно, по крайней мере, на экране только 2 линии. Наверное, они просто находятся друг над другом, что говорит о том, что потенциальная и реальная эвапотранспирация, смоделированная, они идентичны. Yeah, should we add some complexity and look at soil evaporation and plant transpiration? That might be too much. Может быть, добавим чуть сложности этому нашему эксперименту, может быть, еще почвенные испарения, или это будет слишком сложно. But let's see. Okay, so Так, что здесь? potential ET is this top red line. Эвапотранспирация. Вот это красная сплошная линия, кривая. And for the shaded, potential ET goes down to this blue line. Для затененного опыта с затенением вот эта вот синяя линия соответствует потенциальной эвапотранспирации. The plant transpiration is this one. Транспирация, вот я сейчас выделила, это транспирация растения у нас. For the control, and for the shaded, plant transpiration is this one. Это для контрольного опыта, а с затенением вот это. And if we look at soil evaporation, that is these two. So this is the control, this вот is эти the вот shaded. 2 кривые, которые в нижней части графика находятся, это у нас почвенные испарения. Ну и, соответственно, вот это с затенением как раз соответствует этим 21. Yeah, that's an interesting response. I hadn't looked at this before. Интересно, как я еще ни разу этого не делал. Anything else we should look at? Еще предложения? We'll look at the cumulative, just in case. На всякий случай. Okay, cumulative potential evapotranspiration. Суммарная потенциальная эвапотранспирация. Cumulative transpiration. И суммарная транспирация. And cumulative soil evaporation. И еще добавляем суммарное почвенное испарение. Okay, so here's the potential
Реальная evapotranspiration. эвапотранспирация у нас. Here's the transpiration, Это транспирация. and here is the soil evaporation. А это почвенное испарение. Yeah, it seems reasonable. They're exactly the same until the shade cloth is put on. Ну, в общем-то, все выглядит достаточно логично. Они следуют определенные тенденции до того, как появляется затенение. And when the shade cloth is removed, you get parallel lines. И опять же, как только затенение исчезает, они также движутся примерно с предыдущей Yeah, динамикой. good. Questions? Вопросы? Anything else we should look at? Или, может быть, что-то еще? Кто-то хотел посмотреть на какие-то другие вещи? Okay.